Всем привет, уважаемые. Вот репортаж с улицы. Приехал пораньше на работу, чтобы была возможность записать этот ролик. А то вчера записывал ролик про Европу, пришлось его довольно-таки резко закончить, потому что пришли дети, шум, гам. Вот так вот получилось. Значит, поговорим о Америке. Ну, как самый главный борец за свободу всего мира. И просто чтобы вы поняли, я живу на Западе, так что, казалось бы, мне это должно быть близко. Вот, потому что, ну, как бы, все-таки Запад, Канада, друзья с Америкой и так далее. Помогаем бороться за свободу. Вот, так что представляет из собой Америка? Вот. У меня вот появилось такое интересное сравнение, просто чтобы, как это выглядит. Знаете, как, не знаю, как там в России и так далее, но думаю, что там то же самое. Вот. Но в школах есть вот последние классы школы, есть дети, и всегда есть вот дети, которые более популярные, там занимаются спортом, про них много фильмов делают тоже про школы, что вот они их представляют немного туповатыми, но вот они занимаются спортом, популярные, девочки у них то все. Потом есть часть класса, которые более-менее нейтральные, и есть часть класса, которых все обижают, они самые маленькие, самые слабые и обычно самые умные, кстати, но не важно. Вот, так вот, приходит это сравнение на ум, потому что, если посмотреть, вот так, мне кажется, поступает Америка. Вот Америка считается самой такой крутой страной и самой сильной страной и в экономическом и военном плане. И вот она, есть у нее ее окружение, страны типа Европы, страны Канады, Австралии и так далее, которые вместе с ним, с Америкой тусуются, помогают ей во всем. И вот она любит рассказывать всем, как надо жить, учить всех и, ну, так сказать, прижимать более слабые страны, еще не развитые до конца и так далее. Вот такое вот интересное сравнение у меня появилось. В принципе, это так и есть. Вот. Америка всегда пытается показать всем, что их стиль жизни самый правильный, и навязать этот стиль жизни на очень многие страны. Вот. Причем, опять же, лицемерие в Америке бьет ключом, так же, как и в Европе. Особенно видно это по отношению к Украине. Напомню, в 2014 году Украина аннексировала Крым и ввели санкции, тогда тоже покричали, пошумели. Потихонечку все санкции убрали, намного тише, чем так, как их ввели. Вот. И, значит, что происходит сейчас с Украиной? Опять же, Америка, как и Европа, кричат, что нет, мы не можем ничего толком сделать, кроме как помощи военной и гуманитарной. Ну, я вам рассказывал про Европу, какое-то лицемерие. Со стороны Америки лицемерия не меньше, а то и больше. Потому что у Америки все-таки мощи чуть-чуть побольше, чем у Европы. Но несмотря на это, они считают, что если страна не входит в НАТО, нельзя туда лезть. Я вам привел пример в Ливии и Франции, как Франция упорно добивала Каддафи там и самолетами, и вертолетами, и войсками, и чем хочешь. Неважно то, что в 2018 году поднялись документы, за которые задержали даже президента, который тогда Ливию бомбил, Каддафи, который помог уничтожить Каддафи, его задержали, потому что появились доказательства, документы о том, что Каддафи прямо незадолго до того, как его замочили, дал очень много денег и Франции, и вот именно французскому президенту. И поднялись вопросы, где же все эти деньги делись, и что с ними произошло. И вот интересная такая информация, как бы, да, до сих пор разбираются. Вот. Но вернемся к Америке. Вот она помогала и в Ливии. Но вот самое интересное, что произошло в Ираке, например, Ирак захватил Кувейт, и все сразу вписались. Как бы. Но Кувейт не был никогда страной НАТО, даже не страна Евросоюза, и даже не в Европе, но все за нее вписались против Хусейна. Не говорю, что это плохо, Хусейн, конечно, был диктатором, но разговор сейчас идет о лицемерии Америки и Европы. Вот они за нее вписались, за этот Кувейт, и уже ввели санкции, все, и уже Хусейн, в принципе, вышел с Кувейта, потому что понял, что там плохо все разворачивается для него. Но тогда Америка
вспомнила, что у него наверняка таки есть химическое оружие, которое до сих пор не нашли, и зашла туда. Зашла, замочили Хусейна самолетами, вертолетами, чем хочешь, они мочили этого Хусейна. Вот. И никто тогда не говорил о том, что как, это же все-таки не НАТО и не Европа, и какое право Америка имеет это делать. Нет, Америка боролась за мирных жителей Ирака. Вот. И совсем, да, не похоже на Украину, как бы, что в Украине тоже мирные жители гибнут, в принципе. И получается, там Америка могла залезть своей армией, а тут не может все-таки. Ну, принципы у нее не позволяют. Вот. И вот такая вот тема. Вот. То же самое произошло в Афганистане. Да, трагедия. 11 сентября. Надо было замочить Аль-Каиду. Никто не спорит. И Талибан, который поддерживал Аль-Каиду. Но никто не говорит о том, что надо там сидеть 10 лет в Афганистане и пытаться навязать им свой стиль жизни, к которому они, как оказалось, не были готовы. Потому что проявление готовности заключается в том, что воевать надо за это. Вот. А Америка вот сейчас вот вышла с Афганистана. И вся эта хваленая афганская армия, которую столько лет тренировали и канадцы, и американцы, просто при первом же выстреле со стороны талибанов побросали все оружие и свалили. И все это оружие аккуратно перешло Талибану. Вот так вот интересно получилось. Вот. Потому что Америка пыталась навязать им стиль жизни, к которому они не были готовы и за который они не были готовы сражаться. Все это очень просто, как бы. Вот. Но вот тоже Афганистан не был ни европейской страной, ни страной НАТО. Да, мочнуть Талибан надо было, могли зайти, мочнуть и выйти. Но не вышли. И вот появляется такая тема, что как бы Америке важно, и все, что делает Америка, это в принципе ради денег. Ради денег и ради показания силы. Но с Россией у нее не получается, потому что вот Украина, нет у нее, как у Кувейта, нефти. Поэтому это не так важно. А вот у России как раз есть нефть и газ. Вот поэтому как бы Кувейт было проще зайти там Ирак замочить. А вот Россия с Украиной, они как бы все-таки побаиваются, не хотят. Потому что, с одной стороны, никакой экономической выгоды им с этого нету. Только ущерб. У нас вот уже Фриланд заявила, что, ребята, держитесь, подтяните пояса потуже, потому что из-за санкций России сейчас наша экономика тоже будет в полном упаде. Вот. И за счет этого как бы, ну, невыгодно им. Понимаете? Ставьте кого, ну, вернемся к Америке, что даже вот в плане того, что за собой оставляет Америка после того, как влазит в чужие страны. Вот влезли в Ирак, и там полная разруха, непонятно, что происходит. Там это исламистское движение чуть не захватило весь Ирак, и до сих пор там рыпается и воюет. Вот. В Афганистане полная разруха. Людей притесняют еще намного больше сейчас, чем притесняли до того, как пришла Америка. Потому что хотят подавить в них любое вот это вот поощрение свободы, которое американцы им показали в течение 10 лет. Поэтому сейчас их угнетают еще больше. Любая страна, в которую зашла Америка, на сегодняшний день полный крах, беспредел, непонятно, что происходит, непонятно, кто хороший, кто плохие. Даже вот в Ираке, например, я как-то вам рассказывал про то, кого тренирует канадская армия. Но вот был такой, тоже идет расследование, что канадские солдаты, которые тренировали иракскую армию, в какой-то момент пришли к офицерам своим и сказали, что, ребята, мы тут тренируем этих иракцев, а они нам показывают видео, на котором они насилуют, пытают и убивают людей. И как бы нам это неприятно, мы как бы, получается, тренируем плохих людей, насильщиков, то все. На что канадские офицеры, посовещавшись, сказали: ребята, а вы смотрите в другую сторону. Вот вам показывают видео, а вы его не смотрите, отворачивайтесь. И, ну, как бы, ну, тут даже просто объяснять ничего не надо, это все уже понятно, да? Вот. Поэтому то, что я хочу сказать, что да, Америка представляется добром, больше всего она сама себя представляет добром. На самом деле она просто вот на английском есть такое слово, называется bully. Это вот именно тот школьник, который считает себя самым крутым и всех мочит, прижимает и говорит всем, что делать и как все надо делать. Вот это Америка на самом деле. Про свободу внутри Америки говорить тоже не очень хочется, потому что, ну, как бы есть ощущение свободы, а с другой стороны,
та же самая политическая элита и делают только все ради денег. Ну, как мы все знаем, полный капитализм. Но проблема в том, что ради этого капитализма тоже свобода затыкается потихоньку. И назвать Америку демократической страной, да, мы говорили про демократию, про систему демократии в Канаде, в Америке та же самая система, поэтому насколько она демократическая, тоже непонятно. Вот. Именно изначально по системе выборов даже непонятно, насколько там люди действительно голосуют за кого-то, кто их представляет, или голосуют за депутатов, которые представляют, и поэтому непонятно, правда это или нет. И не по количеству людей, а именно по количеству депутатских мест. Вот. Но самое большое зло, что несет Америка, это вот ее хотение навязать свой стиль жизни всем, показать всем, как надо жить, научить всех, как надо жить, и в конечном итоге оставляя за собой только крах, разруху, разъединенные страны, которые начинают обычно гражданские войны сразу после того, как американцы оттуда выходят, оружие, которое они дают то той стороне, то той стороне. Например, вот даже в Афганистане, когда Россия была в Афганистане, воевали против маджахедов, так они давали оружие противникам России, помогали, так сказать, развивать войну. А потом Россия оттуда ушла, и потихоньку пришел Талибан, получил все то самое оружие, которое Америка когда-то давала противникам, тем, кто сопротивлялся России в Афганистане. Сейчас то же самое получается, что все оружие, которое Америка поставила афганской армии, перешло Талибану, включая самолеты, вертолеты, танки и так далее, и бронемашины. Ну, как бы получается, что Америка не пытается что-то построить новое в мире, там, демократию или свободу, а Америка именно разрушает. И вы можете относиться к Америке положительно, отрицательно, но вы должны признать факты. Все страны, в которые Америка влазила, или на грани гражданской войны, или там полный беспредел и мародерство, или те, кого подняли американцы, вместо того, чтобы вести себя демократично и что-то там делать для улучшения жизни своего народа, они притесняют остальную часть народа, которая не поддерживала Америку, мучают их, насилуют, убивают и так далее. Так что вот вам, товарищи, Америка, с нейтральной точки зрения, как бы, причем, опять же, я живу на Западе, и, по идее, должен поддерживать и западный стиль жизни, и все это, но не могу, как бы, закрывать глаза и слепо верить американским СМИ, что они рассказывают людям, потому что, опять же, факты налицо. Если вы проверите историю, еще ничего хорошего не вышло с Америки. Абсолютно. Америка ведет себя как просто, ведет себя очень нагло. И сейчас она находится на грани того, что она понимает, что она упускает свой титул самой крутой супердержавы. Причем выпускает не Россия. Да, Россия как бы всегда была противником Америки и так далее. Но она как раз упускает это Китаю. О чем, в принципе, многие политики внутри Америки даже говорят, что, ребята, в какой-то момент Китай уже, может быть, даже уже перешел Америку по экономической силе и по военной мощи. И в какой-то момент Америка просто отойдет на второй план. Потому что даже те, которые с ней тусуются, вот эти страны Канада, страны Европы и так далее, даже они уже начинают немножко косо смотреть на Америку, потому что, ну, слушайте, ну, никто не любит, когда его всю жизнь поучают, и когда ему всю жизнь тыкают, что надо делать, как надо делать. Вот. И даже народы этих стран уже начинают коситься на Америку и говорить, что, слушайте, мы не понимаем, как бы, у нас кто правят, например, французы или американцы, или канадцы или американцы, как бы, потому что всю политику внешнюю навязывает Америка, и очень часто даже пытается навязать политику внутри стран. Вот. Так что в любом фильме, который вы посмотрите про школы, где вот это вот есть вот это вот противостояние этих популярных детей и непопулярных детей, которых прижимают, и все, вы видите, что в конечном итоге те, которые популярны, они проигрывают. И это просто естественный порядок вещей.
ощущение такое, что Америка тоже очень скоро проиграет, если не изменит свою политику, не изменит своих лидеров и не изменит свое отношение к другим людям. Вот это вот презирание других людей, пренебрегание другими людьми и другими народами. Если это не изменится, то участь Америки будет та же, что и участь этих детей в этих фильмах, которые просто все обламываются в конце и проигрывают. И торжествует добро, так сказать. Вот. Так что, как бы Америка не пыталась себя описать добром, в конечном итоге Америка такое же зло, как и те же диктаторские страны, против которых якобы она воюет. И народам мира нечего ждать ничего хорошего ни от Америки, ни от Европы, и ни, конечно же, от стран типа Китая, России и так далее. Народам мира, если они хотят жить счастливо, хотят жить свободно, хотят жить хорошо, надо начинать думать о том, что происходит у них в стране. Надо начинать думать в первую очередь о своей же стране, думать, что происходит, что можно изменить. И вот конвои свободы, которые поднялись, я думаю, что это только начало, потому что это показало людям, что они, да, могут бороться. Да, у них силы были неравны, их замяли полицейской брутальностью и силовиками, но это показало всему миру, что это возможно, что идея за свободу и борьба за свободу, она возможна во всех странах, даже которые себя считают демократическими, но на самом деле они нет. Вот. И все, что они должны сделать, это просто потихоньку прозреть, понять, кто ими управляет, понять, что происходит в мире, про все эти политические элиты, и понять, что надо делать. Вот. В следующем, на этом я заканчиваю более-менее эту серию про страны добра и зла. Надеюсь, что дал понять, что нет такого понятия на сегодняшний день в мире, как добро и зло, когда мы говорим о внешней политике, о мировой политике. Потому что это просто злые страны, злые политические элиты, извиняюсь, не народы, а именно злые политические элиты дерутся против других злых политических элит. Да, кто-то лучше, кто-то хуже, но они все злые. Вот. Единственное, кто может это поменять, это сами люди. Так что просыпайтесь, начинайте смотреть открытыми глазами на вещи, как они есть, понимать, что происходит в мире, и думать, что же делать по этому поводу. Вот. В следующем ролике хочу немножко поговорить про WEF, это Мировой экономический форум. Вот. Сразу говорю, что я не буду там вдаваться в слишком большие конспирации. Есть много конспираций, что это именно те, которые управляют миром. Я наоборот попробую просто разобрать, что же это такое, как оно создалось, кто его лидер, и чем они занимаются, и кто в него входит. А вы уже сами сделайте свои выводы, конспиративные, неконспиративные, что на самом деле там происходит. Действительно, есть ли кто-то, кто пытается управлять всеми политическими элитами сверху или нет, и что с этим делать. Спасибо за внимание.